Сейчас я расскажу, как придумать идею для игры. Привет! Так, как же придумать идею для игры? Самое главное действие, которое вы можете сделать, это начать и записывать. Даже если идея вам показалась безумной, она может вам пригодиться позже. Ведь начать бывает так тяжело и так лень. Все, о чем я буду говорить дальше, вы должны понимать, что чем больше у вас игровой опыт и чем в большее количество игр вы играли, тем больше идей может к вам прийти, как по механикам или по сюжету, так и по визуалу. Также это может быть связано с фильмами, сериалами, книгами, с жизненным опытом и так далее. Чтобы придумать идею для игры, у меня есть несколько методов, которые могут вам помочь. Первое. Механика. Можно придумать свою механику игры и уже от этого отталкиваться, в каком жанре будет игра, какой будет сюжет и так далее. Механики можно придумать самому или можно взять из любой игры и изменить ее. Или же скрестить несколько механик в одну и так далее и так далее. Второе. Задумка. Задумка игры может быть как одно предложение, так и крутящаяся у вас в голове фраза, рассказ или история. Найти фразу, рассказ или историю в литературе, фильмах, других играх или вообще по рассказам знакомых из жизни, конечно, при этом можно приукрасить, чтобы сюжет затягивал или геймплей был не скучным. Даже можно пойти на генератор слов и пусть он вам выдаст несколько слов, и из этого вы уже можете накидать идей для игры. Еще можно взять из любой другой игры задумку или механику и сделать ее наоборот. Например, там, где вы должны спасти принцессу в игре, у вас в игре вы можете ее похитить. Там, где вы должны кидать мяч в кольцо, у вас в игре может быть такое, что вы являетесь кольцом и не должны дать мячу попасть в вас. Прозвучало двухсмысленно, но все же. Третье. Название игры. Что? Название игры? Да, придумать название игры и танцевать с бубном от него. Ведь даже в паре слов можно найти смысл и даже в голову может прийти сразу какие-то сюжетные повороты или механики. Если вы не можете сами ничего придумать, также идите на генераторы слов или фраз. Попробуйте рандомизировать слова, соединять несоединяемое, и так вы можете найти даже что-то новое, что никто не делал. Четвертое. Жанр. Вам же нравится какой-то жанр игр? Шутеры? Или может быть стратегии? Вот и возьмите за основу ваш любимый или просто понравившийся жанр и начните думать. Также смотрите на другие игры в этом жанре. Это поможет вам определиться с механиками, и все остальное может прийти к вам само собой. Например, берем жанр шутер и придумываем механику. Игрок должен успеть уничтожить волны зомби, пока из него не вытекла кровь. За каждого убитого зомби он получает энергию для аппарата перекачки крови, чтобы игрок жил. Соответственно, сюжет может быть прост. Начался зомби-апокалипсис, и наш главный герой застрял в больнице, привязанный к аппарату жизнеобеспечения. Он не может просто так быстро убежать с больницы, поэтому ему приходится отстреливаться от зомби и следить за своими жизненными показателями. Фух, вот это задумка. Я бы поиграл. А ведь я ее придумал только что за пару минут написания сценария к этому видео, всего лишь выбрав жанр шутер и взяв банальную идею, но придумал новую механику с поддержанием жизней у игрока. А ведь и вы можете так же. Пятое. Графика. Идея для игры к вам может прийти в голову из графики. Что? Что? Вы смотрите различных художников, их картинки с персонажами или объектами, 3D-модели или стили различных культур, зданий и одежды, животных и так далее. Из каких-то идей художников вы можете увидеть сюжет, механику или стиль для вашей игры. Например, вот есть отличный пример художницы Кудрявой. Ой, не так. Художницы Скурлу. Google, помогай. Curls Curly. Вот, она сделала этот прекрасный дом, и в таком стиле с животными можно придумать игру или взять стиль для игры, где персонажи будут не какие-то человеки, а, например, экзотические животные или кто-то еще. Шестое. Навыки. Тут все просто. Вы можете оттолкнуться от своих навыков.
Например, вы умеете моделировать? Сделайте красивый мир игры с крутыми анимациями и персонажами. Вы умеете программировать? Придумайте классные механики или необычное взаимодействие. Вы умеете писать рассказы? Так напишите полноценный сюжет, создайте визуальную новеллу или еще что-то. Вы ничего не умеете? Так учитесь. Здесь могла бы быть реклама курсов, но вы и сами можете научиться, ведь информации в ваших интернетиках полно. Все приходит с опытом, и если вы что-то придумали и не можете это реализовать, у вас есть всего лишь два варианта. А именно, убрать эту задумку из игры, чтобы она не отняла у вас кучу времени, или же идти и учиться делать то, что вы задумали. В общем, если укоротить мысль, то вы можете найти идею для игры где угодно. Самое главное — это начать задумываться. И даже если вы забыли про идею, то мозг не забыл. И через пару дней или лет мозг скажет: «Эй, пс, ты там над игрой думал 10 лет назад? Так вот, я придумал, и это будет галлюционировать каре». Что? А у меня во дворе ходит девушка. И вот теперь вы не можете уснуть, думая над идеей или над тем, какую хрень несет ваш мозг в 4 утра, когда нужно спать. Также самое главное, записывайте идеи. Вам они могут сейчас не понадобиться или показаться какашками, а потом могут пригодиться, или несколько какашечных идей соединятся в одну крутую. Особенно если у вас команда, то вам будет легче накидать много идей и посмотреть на них с разных точек зрения. И еще раз, идея может прийти откуда угодно. Главное начать придумывать и не забывать записывать придуманное. А также не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, жмякать на колокольчик, рассказывать об этом видео друзьям, репостить это видео и поддерживать разработку моей игры любыми способами, ссылки на которые есть в описании. Надеюсь, ролик был для вас полезен. Пока!